Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит. Сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games. И сегодня у нас на обзоре редкая коллекционная машина, средний советский танк 10-го левела Т-62А. В преддверии АПа решил, АПа этой машины, да, снять обзорчик на нее, как она сейчас выглядит. И прежде чем мы продолжим обзор, конечно же, прожми лайк, подпишись на канал, если ты до сих пор это не сделал. Ну а мы с вами идем смотреть бронирование Т-62А. Вперед. Итак, коллижная модель нашего Т-62А. Начнем с корпуса. НЛД у нас в среднем там 190-85, и нас сюда секут абсолютно все 8, 9, 10 левела, средние тяжелые танки. ВЛД еще менее бронировано, в приведенке 170, 181. Подбашенные цилиндры только в углах пробиваются. Чуть-чуть правее уже все рикошет. Здесь то же самое, рикошет. Башня у нас сферическая. Кругляк вокруг ствола 214, все остальное 600-400 не пробить. По башне вот эти места только бьются у нас. Здесь у нас 252, и то ближе вот к низу, да, 277. То есть вот эти места, вот прям самые уголки. Все остальное 300, 500, 600 не пробить. Верхняя планка тоже зашита хорошо, 95 миллиметров. Там фактического приведенки 740, рикошет. Люк у нас 224 по центру, левее пробивается, правее уже нет, 358. Боковое бронирование 80. У нас старый корпус, прямые борта. Танковать надо прям острым углом. Перекрутите, начнут пробивать. Вот, пожалуйста. Поэтому только вот так. Плюс подбашенный цилиндр пробивается. Опять же, ближе к корпусу под башню. Здесь рикошет. Аналогично с этой стороны. Вот такое вот бронирование. В целом корпус слабый. Башня ничего так зашито. Но есть лючок. Но он такой, с приколом. Так, теперь касаемо пушечки. Пушечка у нас 10-го левела, 100 миллиметровка, 320 альфа станет 360 скоро, 264 пробития на основном, 330 на голде, пробитие все ровно, заряжается невероятно быстро, 6,6 секунды, ДПМ, ребята, почти 3К, 2909, 0,34 точность, время соединения 2 секунды. Хорошее, комфортное орудие для настрела. Касаемо полевой модернизации. Рекомендую во втором блоке повышение жизнеспособности модулей, плавающий прицел, антибликовую маскировку фар. В седьмом к максимальной скорости вперед, к обзору. Наверное, все-таки жиклера крупного сечения, к прочности ходовой. Скоро... Вот здесь ничего, наверное, не качал бы я. И я бы поставил на разведку второй слот. Почему? Я на 62-ке люблю катать с просветленкой. Она у меня как раз стоит во втором слоте. Когда я прокачаю, так все и будет стоять. Дальше вы всегда ставите досел. Всегда. Здесь вы на свой выбор. Я рекомендую все-таки светить. Это средний танк. И вот как раз первый слот. У меня сейчас стоит вентиль. А вот вы можете себе позволить поставить, например, турбонагнетатель. И он здесь, кстати, может вполне себе зайти сейчас. Когда апнут, в принципе, может быть, на вентиле будет адекватнее играть. Вот. Теперь касаемо снарядов. Основной у нас подкалиберный. Летит 1535. Нифига себе. Голда у нас кумулятивный снаряд, 900 скорость полета. Значит, по снаряжению ремка, аптечка, автоматический огнетушитель. Я до паёк пихнул 4 члена экипажа. Перки наблюдайте перед собой. По плюсам-минусам. По огневой мощи. Ребят, у нас самый жирный минус он один. У нас отсутствует минус 5. Скорость полета снаряда хорошая, пробитие хорошее, точность хорошая, сведение комфортное, но, увы, вот это все будет портить. К сожалению, так. По ХП 1950, и это очень даже неплохо. По мобильности сейчас 50 вперед, 20 назад, 15,5 лошадей на тонну удельная мощность, станет 60 после апа. Здесь я не знаю, сколько там прибавится, но я надеюсь, где-то до 17 подымут. Вот, хотя бы. Значит, касаемо незаметности. Неподвижной машины 18-28. У меня перк незаметности не вкачан вовсе. До 32, 33 точно знаю, можно сейчас раскачать. И вот неподвижной машины ему хотят улучшить незаметность. Ну, дай бог. Обзор у нас 490
9 метров, у меня штрафов нет. 500 метров обзор с просветленкой. Very best, хорошо, модно, молодежно и все такое. Но в любом случае, ему действительно нужно апнуть подвижность, действительно. По поводу альфы, ну это круто, что ее будет больше, да, это круто. Вот, ну, блин, я не люблю танки без УВ. И эта машина не исключение. Отправляемся в бой, давайте поглядим, на что, собственно, она сейчас способна. Погнали. Так, господа, обзор боем Т-62А, средний советский танк 10-го левела, коллекционная машина. Попали к девяткам. В преддверии апа машины решил снять обзор. Обзор боем. У нас улучшается подвижность, мощность двигателя, максимальная скорость. Вперед у нас улучшается альфа с 320 до 360, неподвижные машины, незаметность и сведение орудия. Лучше по нему, честно говоря, апнули бы УВН немного добавили. Градусу 2 бы хотя бы. Но нет. Подвижность действительно туговатая. Подвижность туговатая. Будем агрессивно играть. Вот сейчас бы было бы 60, было бы круто. Но у нас их нету. Ух ты. Ух ты. Да, да. Ты погляди, что делает, а? Тихо, тихо. Пробитие. Не пробили. Так, немножко мы их расфармили. На 2600.
ИВНов катастрофически не хватает. Просто катастрофически. Все, поиграл. Ну, вроде победный бой. Но, ребята, вот у ВНов вообще всегда не хватает. Просто всегда. ХП нет, вперед ехать. Это мы делать, наверное, не будем. Что там, фазюлька едет? Было бы неплохо. О, нас угостили фазулькой. 3500 дали, ребзики. Так, так. Бедный Як-Тигр там. Блин. Паттона. Не успели мы прижучить. Дай только не разбиваться. Все хорошо. Ну, не успеем мы, наверное, уже пострелять. Но 3500 насрали, это хорошо. Да. И всех сейчас перебьют, они шотные. Все, кобра вообще уже. Все. Ладно. Еще раз. Этой машине, конечно, бы не мешало УВН прибавить. Но, конечно же, это не сделают, потому что это советский танк. ДПМная машина, все здорово. Альфы прибавит будет. Было бы уже больше 4К, кстати, на стрелах. Блин, ну как же мешает УВН? Как я ненавижу советские танки без УВН, просто терпеть не могу. Пушка достаточно точная, неплохая. Первое место у нас по урону. Все это круто, но вот этот параметр надо улучшать. Хотя бы минус 7 ему сделать. И будет прям вообще играться по-другому. Но то, что ему добавит подвижность, больше альфу, лучшее сведение, конечно, улучшит характеристики этой машины. Она станет лучше, но без ОЭ. Ребята, у кого есть 62 в ангаре сейчас, пишите свои комментарии, что вы думаете о танке сейчас, о танке потом. По 5-бальной системе 4 с минусом. Ненавижу просто. Почему с минусом 4? Потому что без УВН. Вот. Пишите, какое вы используете оборудование. Конечно же, прожимайте лайки, подписывайтесь на канал. Но я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал. Ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.